Всем привет! В этом видео мы прогуляемся по улице Библика, которая находится в районе ХТЗ города Харькова. До 2015 года эта улица носила название второй пятилетки, а в 2015 году была переименована в улицу Библика и названа в честь бывшего директора Харьковского тракторного завода, который в течение более чем 2 десятилетий руководил данным заводом – Библика Валентина Васильевича. Улица Библика расположена в индустриальном, а ранее Орджоникидзевском районе города Харькова. Длина улицы составляет примерно 2,5 километра. Сегодня такая первая большая видеопрогулка по улицам района ХТЗ. Надеюсь, зрителям понравятся такие прогулки, и мы их продолжим в этом формате. А давайте-ка заглянем во дворы улицы Библика и посмотрим, что в них есть интересного. Перед вами средняя специализированная школа номер 119. Ее история начинается с 1931 года, когда в бараках на территории строящегося соцгорода ХТЗ была открыта школа фабрично-заводского ученичества. В 1933 году трудовую школу преобразовали в общеобразовательную школу номер 80. С 1935 года в новом здании на первом участке поселка ХТЗ работало 2 школы – русскоязычная номер 119 и украиноязычная номер 80. В последней были также интернациональные классы для иностранцев. Во время войны здание школы существенно пострадало. До сих пор на его стенах можно увидеть следы от осколков. В нынешнее время школа является одной из ведущих в районе, а при школе действует музей памяти. А перед вами жилой дом жилкомбината соцгорода Новый Харьков, улица Библика, 1. Проект разработан бригадой проектировщиков, которыми руководил Павел Алешин. Проекты последующих домов под номерами 3, 5 и 7 также были разработаны бригадой проектировщиков под руководством Алешина. Годы строительства всех 4 домов под номерами 1, 3, 5, 7 1930-1932. Здания должны были соединяться крытыми переходами. А перед вами бывший детский сад. Сейчас здесь управление труда и социальной защиты населения индустриального района. Ну а мы идем дальше по улице Библика в Харькове. Напомню, что ранее эта улица носила название второй пятилетки. Перед вами Харьковская специализированная школа 1-3 ступеней номер 80 Харьковского городского совета Харьковской области. А справа у нас находится сквер ДК ХТЗ. На первый взгляд он ничем не приметен, но это отличное место для прогулок и отдыха. Особенно приятно пройтись вымощенными тротуарной плиткой дорожками, любуясь соснами и елями. Особенно атмосферно здесь в летнее время. Достопримечательностью сквера является памятник первому трактору, созданному на Харьковском тракторном заводе. Это модель колесного трактора СХТЗ 15/30, который позже сняли с производства. А прямо перед сквером ДК ХТЗ построен огромный дом по улице Библика, 19. Это здание занимает целый квартал и запоминается своими деталями: подъездами с круглыми окнами, воздушными переходами, медальонами с гербами и балконами во дворе, которые перекрывают часть окон в подъезде. В центральной части здания пристройки и отдельном здании во дворе находился детский клуб со множеством секций. Здание было построено по проекту
Моторина в 1954 году. Прогуляемся еще немного по скверу ДК ХТЗ и посмотрим на сам дворец культуры ХТЗ. Сам сквер намного больше, чем кажется. На территории много дорожек, лавочек, имеется детская площадка. Ну и сам дворец культуры ХТЗ. Тут проводят спортивные, интеллектуальные, развивающие занятия для детей и взрослых, фестивали, конкурсы, концерты. Есть большой актовый зал на 1200 человек. Что печально, так это то, что его задняя часть фасада в не самом приглядном состоянии. Хоть ДК ХТЗ и не относится к улице Библика, не посмотреть на него, прогуливаясь по скверу ДК ХТЗ, невозможно. Идем дальше. Это небольшое здание управления образования индустриального района. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я прошу вас подписаться на канал, если вы не подписаны, чтобы не пропустить следующее видео, так как, возможно, именно оно будет тем видео, которое вы ждете. Ну а также в поддержку канала, так как целых 90% зрителей смотрят меня без подписки. Чтобы получать уведомления о выходе нового видео на канале, недостаточно просто подписаться на канал. Необходимо еще нажать на колокольчик напротив «Вы подписаны» и выбрать «Все». Проверьте, нажат ли у вас колокольчик напротив подписки. Тогда вам будут мгновенно приходить уведомления о выходе нового видеоролика, и вы его не пропустите. Для новых зрителей я напомню, что на канале Алекс Моторный путешествия и прогулки по Харькову, области и Украине. Показываю Харьков и другие города такими, как они есть, без прикрас. Архитектура, улицы, парки, скверы, люди, мероприятия. Буду очень признателен вам за лайк к видео, комментарий и подписку на канал. Ну и если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях. Это очень мотивирует снимать новые видео. Спасибо, что смотрите. Улица Библика, 38. Дворец культуры 8 ГПЗ. Здание уникальное. ДК встроено в жилой пятиэтажный дом. Парадный вход украшен 6 колоннами в греческом стиле. Перед вами общеобразовательная школа номер 104, улица Библика, 55. Улица Библика или улица второй пятилетки протянулась до парка Зеленый Гай, мимо которого мы сейчас проходим. Мы дойдем до конца улицы Библика в городе Харькове. Я же вас благодарю за сегодняшнюю нашу совместную прогулку. Пишите комментарии под видео, ставьте лайки. Всем здоровья, мира и добра. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!